Всем привет, друзья! Значит, сегодня будет у нас видео, не посвященное каким-то товарам из Китая. Вот, просто видео записываю в поддержку одного человека. У него тоже канал на ютубе, но, к сожалению, не помню кого. Вот, замена шруза будет сегодня на Toyota Avensis. Неважно, там D4D или там какая-то Toyota. У меня была Toyota дизельная 2.0. То есть, вот что я сделал. Короче, срезал уже, друзья, пыльник. Нашему шрузу пришел каюк. Так вот, на том канале человек показал, как он болгаркой, друзья, болгаркой, да, срезает шруз. Его там все засрали, буквально почти все. Я выступил с поддержкой. Так вот, ребята, в Toyota Avensis шруз так просто не снимается. Его только нужно срезать. Была у меня раньше Toyota Avensis. Я 2 часа промучился со шрузом, снял полуось, зажал, блин, в тиски здоровые, отбил кувалдой, шмувалдой. Потом говорю, это у меня родственника машина такая была, потом говорю, покажи коробку. А он купил оригинальный японский шрус. Вот, все на иероглифах было, но это было уже лет, наверное, 5-10 назад. Я посмотрел на коробку, и на той коробке, друзья, в красочных картинках мужик, болгарка, пилит шрус. Вот поэтому как-то так. Решил и я это все дело продемонстрировать. Значит, сейчас я буду освобождать от шаров наш шрус, то есть, чтобы достать саму гранату. И потом нужно будет достать стопорное кольцо, так как стопорное кольцо там стопорится, друзья, намертво. И оно повторно уже не снимется. Так что делаем такие вещи, я немножко покажу, а потом продолжим. Вот таким вот образом я вырезаю окна, чтобы достать наши шарики. Выниму все шарики эти, сниму гранату и потом покажу, что дальше делать. Я думаю, все в курсе, но все-таки я решил снять это видео в поддержку того человека. Короче, народ, вот наша граната. Видите, я ее попилил, порезал, достал все шарики. И у нас осталась внутренняя часть нашего шруса. Кольца отсюда не видно, кольцо стоит внутри. И чтобы вот эту вот штуковину снять, нужно ее распилить как минимум на 3 части. Почему на 3? Потому что если мы распилим с вами на 2 части, то за счет шлицов мы по-любому ее тоже не снимем. Вот, поэтому я всегда пилю на 3 части. По крайней мере, стараюсь так пилить. Вот, сейчас спилю и покажу вам, что находится внутрях, так сказать. Так, друзья. Как вы видите, вот я распилил на 3 части. Значит, старайтесь резать напротив зуба и чуть-чуть не дорезать, дабы чем по минимуму повредить зубья на вот эти шлицы на полуоси. А сейчас я подставлю кувалду под низ и второй рукой сверху молоточком буду стучать. Вся эта обойма лопнет. И я сниму легко 3 части. Ну и, соответственно, покажу вам. Ну вот, народ, один удар, как говорится, и все лопнуло. Обратите внимание на линию излома, то есть насколько я не дорезал. Прямо как хирург. И вот такие вот кусочки у нас получились. То есть сейчас все у нас легко снимется. Вот здесь стоит кольцо. Блин, фонарик этот, я не знаю, как вам, друзья, показать. Вот стоит кольцо. Сейчас пойду на улицу, покажу, в чем прикол вот на этом кусочке. То есть прикол в том, что этот шрус нельзя ничем снять. Вот, ребята, обращайте внимание. Обычно на шрузе в районе постановки кольца есть такие, ну как фаска 45 градусов. То есть для того, чтобы оно оделось и для того, чтобы оно потом снялось. У нас здесь прямая проточка. То есть наше кольцо не может ни вперед податься, ни назад. Становится четко по месту. Вот поэтому нам нужно и его срезать. То есть, как я уже рассказывал ранее, на самой коробке красочные картинки были на оригинальном шрузе. Бери болгарку и режь. Вот такие дела. Нам сейчас остается установить новый шрус и все собрать на место. Перед установкой нового шруза обязательно, друзья, тщательно промываем всю полуось.
В моем случае я одеваю всегда целлофановый пакетик на грязный рычаг, дабы нам тут ничего не замазать потом. Так, колечко упало. Снимаем старое стопорное кольцо. Можно снимать, можно не снимать. То есть кольцо, в принципе, хорошее, но я в основном устанавливаю новые. Значит, друзья, чем промываю? Промываю я вот такой вот фигней очиститель дроссельной заслонки. Отлично работает, отлично отъедает всю эту грязь. Вот сами видите, какое все чистое, прямо как с завода. Шлицевая, канавка. Все должно быть чистенькое. Нужно исключить малейшее попадание песочка. Ну а сейчас надеваем колечко, набиваем смазкой шрус и одеваем. Итак, народ, вот новая граната наша. И хочу вам показать, какой у нас большой сделан заход под кольцо. То есть отсюда, снаружи и вот внутри. Ну, я, конечно, вам, наверное, будет не видно. То же самое, прямая канавка. То есть раз установил и намертво. Без повтора. То есть повторной попытки снять шрус у вас не будет. Поэтому смотрите внимательно, делайте все аккуратно. Значит, друзья, опять же к старым баранам. Перед установкой нового шруса, и перед набивкой смазкой обязательно проверьте, подходят ли шлицевые. То есть это колесная. Все отлично в нашем случае. И, друзья, вот это. Так, как мне тут одной рукой? Я уже проверял, конечно. Вот. И она тоже у нас одевается отлично на шлицы. Бывают нередко случаи, что одна из шлицевой не подходит. Поэтому будьте внимательны. Ну вот, народ, шрус у нас установлен. Хомутики наши зажаты, как с этой, так и с той стороны. Единственное, что я вам порекомендую, это наблюдение, в принципе, из жизни. Хотя, в принципе, это роли не играет. Но вот эти хвосты хомутов я всегда ставлю напротив движения. Согласен. То есть, был у меня случай, человек поехал к теще, заехал на травку поставить машину, травка не скошена, высокая, и вот вы представьте, когда этот вот зуб смотрит вперед, то есть он ехал, эту траву подцепил и расстегнул хомут. Поэтому я всегда рекомендую ставить хомуты именно сюда этими ушками. Ну, я всегда два хомута разворачиваю на 180 градусов. Ух ты, фонарик, ничего не видно. Ну, вот как-то так. Значит, друзья, зажимал хомутики вот таким вот специнструментом. Хотя раньше зажимал обыкновенными клещами. Ну, решил прокупить. Отлично получается, все как на заводе. Все, на этом, друзья, все. Ставлю шрус на место, зажимаю, и машинка уезжает. Всем пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.